Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван. Тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам о том, что такое настоящая русская осень, а также я расскажу вам о том, что русские люди обычно любят делать осенью. Конечно, я буду отталкиваться от моего личного опыта, поэтому, может быть, если вы из России, то ваш опыт может быть немножко другой, но это нормально. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел рассказать вам о моем новом мембершипе на YouTube. Если вы хотите принимать участие в наших еженедельных и ежемесячных мероприятиях, то вы все это можете сделать здесь. Нажмите на кнопку Join и следуйте дальше инструкциям. Выберите уровень, который вам больше всего подходит, и приходите на наши встречи. В октябре у нас уже есть много интересных тем для разговоров, а на следующей неделе у нас будет тривия или квиз по русской культуре, литературе, истории, искусству и другому. Ну все, вы готовы? Поехали! Итак, давайте посмотрим, когда же в России начинается осень. Ну, Россия — это очень большая страна, и везде осень начинается в разное время. В Сибири, откуда я родом, осень обычно начинается в конце августа, в середине или в конце августа. Начинает потихоньку понижаться температура, начинает холодать и появляются первые заморозки. Заморозки — это когда ночью температура падает ниже 0 по Цельсиусу. И в это время очень часто у садоводов многие растения страдают, да, потому что они могут умереть, цветы могут замерзнуть, а урожай тоже может погибнуть. Так что не самое лучшее время для них. Однако в сентябре очень часто бывает, как мы называем, бабье лето. То есть после того похолодания, тех дождей в конце августа, в сентябре снова становится тепло. Повышается температура, солнечные дни, нет дождя, и всем очень нравится эта погода. И в то же время у нас начинается золотая осень. Что такое золотая осень? Это когда деревья, они меняют цвет листьев с зеленых на желтые, красные, оранжевые. И это безумно красиво. Я очень сильно скучаю по этому времени. Это одно из моих самых любимых времен года. И в это время люди часто уезжают из города, они ездят отдыхать на природе, они ездят, устраивают барбекю, шашлыки, они просто гуляют по лесу, потому что такой аромат, особенно когда после дождя ты идешь и гуляешь по лесу, то такой запах просто неповторимый. Также в это время, обычно уже тоже в конце августа и в сентябре, люди начинают ходить в лес за грибами, или, как мы говорим, по грибы. Но не только по грибы, люди также ходят в лес и по ягоды, а также по орехи.
Я думаю, ягоды обычно летом, но в это время больше грибы и орехи. Потому что в Сибири у нас очень много деревьев с кедровыми орехами. И многие люди, они забираются на дерево и собирают кедровые шишки, а потом они достают оттуда кедровые орешки. Я тоже это делал несколько раз, и это очень классный опыт, я вам рекомендую. Но если вы хотите идти по грибы, лучше это сделать с кем-то, кто разбирается в грибах. Иначе вы наберете ядовитые грибы, а так можно легко и умереть. Так что будьте аккуратны. И, конечно, в это время очень многие молодые девушки любят ездить на природу и устраивать фотосессии с листьями. А кроме того, в это время очень многие люди, у кого есть дача, ездят на картошку. А именно они ездят выкапывать картошку. Потому что в мае картошку садят, летом эту картошку окучивают и также ее полят, а в сентябре, как правило, ее выкапывают. Когда я жил в России, я почти каждый год ездил на картошку. Это такое семейное мероприятие. Как мы называем это, добровольно-принудительно. В конце сентября очень часто выпадает первый снег. Этот снег не лежит долго, и он тает, как правило, за 1-2 дня. Но это уже такой первый признак, что зима не за горами. Октябрь уже не такой солнечный, бабье лето закончилось, и очень часто идет дождь, хотя пока еще не очень сильно холодно. И в это время очень классно гулять по городу. У тебя такое создается романтичное ощущение, да, и тебе хочется просто зайти в кафе, заказать чашечку кофе, какую-нибудь запеканку и читать русскую классику какого-нибудь там Толстого, или не только русскую. Но такое настроение было у меня всегда раньше, во время такой погоды. И, конечно, после летнего перерыва начинается пора театров, спектаклей, разных концертов, фестивалей, конвенций и тому подобное. Потому что люди уже не так сильно хотят проводить время на природе, они в основном хотят быть где-нибудь внутри, где тепло, сухо и уютно. Поэтому они очень любят ходить на такие более интеллектуальные мероприятия. В начале ноября уже начинает больше выпадать снега, и часть этого снега уже не растает до следующей весны. Хотя в то же время часть его растает, поэтому такое ощущение создается, что это уже не та красивая осень, но это еще не настоящая зима. Поэтому ноябрь для меня это самый нелюбимый месяц в году. Хотя, возможно, это второй нелюбимый. Первый, самый нелюбимый, это март. Также это время, когда очень опасно гулять по улице, потому что температура примерно 0 градусов или минус 5 по Цельсиусу, и это значит, что может быть очень скользко, и это очень опасно. Ну и в целом погода такая пасмурная и унылая. И, конечно, это самое лучшее время сидеть дома, закутавшись в плед, с чашечкой чая и с какой-нибудь булочкой в другой руке, да, и смотреть хороший фильм с твоим любимым человеком, или с котом, или с собакой, это тоже хорошо, или играть в настольные игры с друзьями, а также, возможно, просто читать любимую книгу. И, конечно же, ждать наступления настоящей зимы, когда снова можно будет идти на улицу, наслаждаться снегом, гулять и радоваться солнечной погоде. Но это уже история для другого видео. Это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, а какая у вас осень? Нравится ли вам это время года? И что вы обычно делаете осенью? Кроме того, если вы хотите больше поддержать мой канал, вы можете стать моим патроном на Патреоне.
Там всего за $4 в месяц вы получите транскрипты ко всем эпизодам моего подкаста, моего YouTube-канала. Это поможет вам в изучении русского языка. Это все. До скорого и пока-пока.